Здравствуйте, друзья! Сегодня нахожусь в Харькове. Это микрорайон Северная Салтовка. И это самая пострадавшая от обстрелов часть Харькова. Это северная окраина города. Совсем недалеко отсюда находились позиции российской армии, которая крыла вот эту часть города из всего, чего могла. Сюда прилетали и авиабомбы, и минометы. То есть были просто хаотичные обстрелы. Ну, для чего это все было до сих пор, никто не может точно сказать. Видимо, так Путин защищает русскоязычное население. Вот вы можете видеть позади меня последствия этой защиты. То есть здесь уничтожались целые 16-этажки, обрушивались подъезды, и целыми семьями люди гибли под завалами. Сейчас прогуляемся по району, посмотрим, что здесь осталось. Сейчас российская армия отступила, обстрелов уже нет, так как это происходило раньше, ежедневных. Но здесь практически каждый дом поврежден. То есть этот микрорайон пострадал очень сильно. Очень многие здания придется сносить и фактически отстраивать заново. Такое ощущение, что оказался в фильме «Я легенда». Все пусто. Людей практически нет, но все здесь разбито. И, очевидно, большая часть жителей отсюда уехала. Вот эти крайние многоэтажки приняли на себя удар. Они как щит стояли и принимали на себя все снаряды, которые летели с севера и с северо-восточной стороны. Поэтому здесь все многоэтажки побитые, верхние этажи выгоревшие. Вот такой видно, что был аккуратный домик, ухоженный, но такое попадание и практически выгорел весь подъезд. Видно, что взрывной волной прямо вот стену разбила. Она еще каким-то чудом держится, чудом не обрушилась, но вот-вот упадет. Понятно, что этот дом уже не пригоден для жизни, его только нужно будет сносить и строить на его месте другой. Вот впервые вообще такое вижу. Видите, паркетный пол завис над бездной. Разрушен целый подъезд, все квартиры обвалились. И вот чьи-то полы висят на уровне 8-го этажа. Оставляли здесь местные жители вот такие надписи «Люди». Видимо, чтобы сюда не стреляли. Но, как видим, это никого не останавливало. И вот здесь, прямо возле подъезда, видим такая воронка огромная в асфальте. Ну и весь дом тоже очень сильно пострадал от попаданий. Вот здесь снаряд вырвал из стены целую плиту. Вот она лежит. И разрушено сразу несколько квартир одним попаданием. Видим, что вон, видите, шкаф висит. Каким-то чудом не упал. Висят батареи. Придавленный плитой диван, чьи-то жизни полностью разрушены. И все это на улице Дружбы народов. Вот такую дружбу народов показала жителям Харькова Россия. А вот попадание прямо в детскую качелю. Видим, что одно крепление снаряд перебил и прямо вот сюда. Вот современная новая детская площадка, видно, только недавно установлена. И вот прямо по ней прилет. Вот так российские освободители приветствовали жителей Харькова. Вот еще один прилет, тоже опять в площадку. И вот видите, вокруг только жилые дома. Это обычный двор, вот вокруг панельки. Вот мы стоим на детской площадке. И сюда стреляли российские военные с расчетом, конечно же, попасть по детям, по людям, потому что здесь никаких военных объектов, ничего, что могло бы реально стать мишенью для военных, нет. И вот очередной дом, где в результате попадания обвалились сразу несколько квартир. Очень часто мы видим такое зрелище здесь, на Северной Салтовке. А вот здесь даже уже идут восстановительные работы. Смонтировали подъемный кран, и вот один из пострадавших домов здесь уже понемногу восстанавливают.
А вот посмотрите, в воронке от снаряда образовалось целое озеро, и даже уже успели вырасти за лето камыши. Думаю, этот водоем можно даже оставить вот так вот, как памятник российской агрессии. А вокруг здесь, как видим, разбитый снарядами супермаркет, заправка, дома со следами прилетов и пожара, и совсем-совсем нет людей. Все это зрелище напоминает кадры из какого-то голливудского фильма про постапокалипсис. И этот апокалипсис называется «Русский мир». Всего год назад здесь кипела мирная жизнь, и такие вот картины можно было увидеть только в кино. Но теперь Россия принесла сюда горе и разрушение, и этого мы, конечно же, никогда не забудем и не простим.